Всем доброй ночи. Я хотела вам подарить несколько работ, но в эти дни я очень занята и очень много работ. Поэтому устаю. Я сегодня попросила людей подождать, пока я отвечу им, потому что настолько плохо себя чувствовала после этих работ. Работы очень сильные. Ко мне просто так никто не приходит какой-нибудь обычный с глаз снимать. Как правило, я работаю с очень опасными вещами и беру на себя, естественно, определенный удар от людей, а потом скидываю. Есть определенные вещи, после которых сразу нельзя с себя снимать, чтобы это не вернулось человеку, надо перетерпеть несколько дней. Вот есть определенные работы, с которыми нужно перетерпеть несколько дней. То есть ты снимаешь, да, там боль желудка, и у тебя желудок болит, несколько дней ты терпишь, а потом это снимаешь. У нас не легкая жизнь, не те, которые такие, знаете, в маникюрах, педикюрах ходят по шоу. Они в ведовстве ничего не понимают, потому что они ничего не тратят для того, чтобы... То есть силу, имею в виду, силу, свои ресурсы, здоровье, время. А значит, ничем не способны никому помочь. Ну ладно, не будем об этом. Но я сегодня все-таки решила подарить вам один ритуал, которым я пользуюсь. Мне иногда спрашивают, а есть вот у вас какие-то такие секреты, которые никому не говорите? Есть, конечно, но очень много из тех, что у меня было и что у меня есть, я дарю людям. Я уже говорила, почему я столько дарю, потому что я много лет боролась со смертью, восстанавливала потом себя, свое здоровье. И я считаю, что я упустила очень многое. Я огромное количество времени, отрезок своей жизни упустила. И я сейчас хочу наверстать это упущенное и оставить столько, сколько возможно. Кроме того, у нас с этими всеми работами, снятиями жизни не особо долгая. Хочется успеть, очень много оставить после себя, а там будь что будет. Между прочим, хочу сказать, что люди, которые радуются смерти ведьм, очень глупы. Умершая ведьма намного опаснее, потому что душа может проникнуть туда, куда тело не проникнет. Ладно, о грустном не будем. Итак, я хочу подарить вам ритуал, который поможет вам в вашем деле достичь успеха, поможет в карьерном росте и так далее. Есть у меня такой ролик, называется «Тайна заговора». Я там объясняю полностью, откуда берутся персонажи заговоров, что это за силы, что это за сущности, духи и так далее. И вот один из этих персонажей заговоров – это дуб Лаврентий. Считается, что есть у деревьев царь, огромный дуб, вечно зеленый, который стоит на изумрудной поляне Лаврентий. Поскольку магия – это догмат, то есть одна правда связывается с другой правдой. Ну, например, как солнце и луна не встретятся, да, так, чтобы вот там Иван да Марья не встречались. Их имена называются, разрезается фотография, сжигается, есть такое. Ну, если люди не расстаются, по крайней мере, начинают драться, начинает ссоры и так далее. Действует это. То есть есть неоспоримые догматы, неоспоримые вещи, с которыми ты не сможешь никак спорить, это уже доказанный факт. То есть это теорема. Помните, да, аксиома, теорема. Аксиому можно доказать в эту сторону, в другую, а теорема, она не обсуждается. Например, когда человек оставляет болезнь, естественно, после некоторых процессов на кладбище, вот как мертвые не встанут, не пойдут своими ногами в свой дом, так и моя болезнь не встанет и за мной не придет. Мертвые, естественно, не встанут, понятное дело.
Но если и когда они восстанут, нас, наверное, не будет на этой земле. Есть и такой момент, что когда-нибудь они должны восстать. Хотя мы уходим в вечность. Вот здесь тоже одна правда связывается с другой правдой. Вот этот легендарный дух Лаврентий, который, а я вас учила, говорила, что есть иллюзионное представление мира, это внутренний мир, внутренняя вселенная. Есть настоящая реальность, есть реальность в голове, которая потом становится настоящей реальностью. Не будем вас грузить. Итак, если вы хотите, чтобы ваша карьера пошла вперед, то несколько раз в месяц читайте этот заговор по 3 раза. А после, как откупиться, сейчас объясню. И вы заметите, что вас будут замечать на работе, вам будут предлагать, может, подработки. Если вы работаете на самих себя, значит, у вас ваше дело начнет подниматься и так далее. Итак, начнем. За 7 гор, 7 морей, равнина изумрудная. Посреди изумрудной равнины стоит царственный дуб Лаврентий, царь всех деревьев. Вечный дуб Лаврентий, ты вечно зеленый, ветки твои тянутся к небу, доходят до небес. Как ты, дуб Лаврентий, растешь и тянешься ветками вверх до самых небес, так растет слава обо мне, так растут мои доходы. Как дуб Лаврентий растет и поднимается, так и жизнь моя к лучшему меняется. За что берусь, все получается. Дела мои ладятся, слава добрая гремит, всяк обо мне с почтением говорит. Растет, поднимается дуб царственный Лаврентий. И мои дела, доходы и удача растут, растут и в сотни раз, и в 1000 раз растут. Аминь. 3 раза почитали. Желательно это сделать в такое время, чтобы за один день все как бы успеть. Если нет, то читайте вечером или перед сном. На следующий день сделайте 2-ю часть работы. Берете красную ленту, 13 монет и бутылку воды, обычной воды. Находите дерево такое, как бы здоровое дерево, которое еще будет расти в парке или где-нибудь еще. То есть такое дерево, которое в ближайшие 10-15 лет никто не уберет оттуда, да, не разрубит. Привязывайте ленточку к дереву, поливайте это дерево водой, оставляйте 13 монет и говорите: «Поклонись от меня царю Лаврентию». Отворачивайтесь и уходите. Сделайте этот ритуал периодически. Дерево можно менять, можно поливать разные деревья. И вы в скором времени увидите, как ваши доходы, карьерный рост и вообще ваша карьера начнет подниматься вверх. Проверено. Все, что я вам дарю, проверено за эти годы. Просто я иногда улучшаю, усиливаю, чтобы как бы проще было человеку это провести и получить результат. Удачи вам и всех благ.